Картины о приключениях часто самые популярные и любимые. Они легко сочетают в себе разные жанры, от комедии до драмы, оставаясь при этом динамичными и увлекательными. Привет, ты на канале Кинотест. Сегодня я расскажу тебе о фильмах про путешествия. Это третья часть, но ссылки на две предыдущие находятся в описании. Поехали! Пятое место. Ешь, молись, люби. Замужняя женщина Элизабет в один прекрасный момент понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Одна из самых ярких вещей в фильме — это пейзажи. Нью-Йорк, откуда сбежала сама героиня, Италия, где она учила язык и нашла друзей, Индия, где искала покой и понимание, Бали, откуда и можно вывести исход годового путешествия, где она нашла то, что искала. С хорошей философией фильма сочетается приятная музыка, которая подчеркивает атмосферу каждой из стран. Этот фильм про поиски себя. Главная героиня умеет думать и в процессе своего путешествия разберется в себе. Четвертое место. Фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Уолтер Митти — это сотрудник отдела иллюстраций одного журнала. Его работа скучная, что и выражается всеми серыми красками, показывая дальнейшую никчемность. Вдруг при подготовке последнего выпуска журнала обнаруживается пропажа кадра, который должен быть размещен на обложке журнала. Фотолаборатория подлежит ликвидации в связи с реорганизацией компании, но главный герой никогда не заваливал работу и не может сделать это даже тогда, когда вопрос об увольнении уже решен. И Уолтер отправляется в долгое путешествие. Картина безупречна в визуальном плане. Натурные съемки в Исландии позволяют зрителю насладиться неописуемой красотой севера. Пейзажи заснеженных вершин, сурового океана, величественных Гималай поражают своей красотой. Герой проделывает огромный внутренний путь, меняет привычный образ жизни и переоценивает жизненные устои. Третье место занимает фильм «В диких условиях». После окончания колледжа Кристофер оставляет все свое имущество, отдает накопленные за время учебы 24 тысячи долларов в благотворительный фонд и отправляется на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу. По дороге Кристофер знакомится с разными людьми, так или иначе влияющими на его жизнь. Техническая часть хорошая, красивые планы, да и виды природы. Все это затягивает в особую атмосферу размышлений и самоанализа. Также много кадров уделяется жизни разных людей, которых Кристофер встречает в путешествии. В итоге мы получили очередной фильм с философским посылом. Правда, сами дикие условия кажутся не такими уж и дикими. Ведь у главного героя почему-то всегда есть полный набор путешественника: спички, книги и даже ружье. Сам он то передвигается на машинах автостопом, то живет в доме одного старика. В общем, суровости в фильме ощущается недостаточно. Второе место получает комедия «Впритык». Работяга Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его нервам не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да еще и в компании недалекого раздолбая Итана, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка. Зрителю достаточно трудно воспринять то, что Роберт Дауни-младший играет рабочего, ну, по крайней мере, небогатого человека. Весь юмор будет строиться на придурковатом поведении персонажей, но редко когда перегибается палка, на грани, но всегда в точку. Чем дольше остаются вместе наши главные герои, тем плачевнее становится положение Питера. Для Итана же все случающиеся передряги как будто лишь привычный ход событий, и ничего особенного с ним не происходит. Фильм получился легким и забавным, с весьма интересным сюжетом и отнюдь не глупыми шутками, которые встречаются в большинстве американских комедий и вызывают не всегда приятные эмоции. Первое место. Фильм «Кон-Тики». Это история о всемирно известном путешественнике Туре Хейердале, совершившем в 1947 году экспедицию пересечения Тихого океана на плоту Кон-Тики.
Гигантские киты, схватки с голодными акулами, грозовой шторм, раздирающий ветер, битва за жизнь посреди бушующей стихии. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться. Это фильм о глобальной мечте, о людях, которые не остановятся перед опасностями и трудностями на пути к поставленной цели. Кино о силе человеческого духа, изгибаемом характере и воле, о победе над своими страхами, над слабостями и самим собой. В целом мы получаем очень хорошее кино с отличными съемками и качественной работой, которое было номинировано на Оскар как лучший иностранный фильм. Подписывайся на канал и оценивай это видео. Пока!